I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. В 1991 году 17-летняя Кристал Фэй Тодд жила в небольшом городке Конвей, Южная Каролина. Жизнь девушки складывалась хорошо, и ее будущее было многообещающим. Она училась в старших классах, пользовалась популярностью среди сверстников и имела оценки выше среднего. Ее мать, Бонни Фэй Тодд, недавно купила Кристал новенькую Toyota Celica 91 года выпуска в качестве подарка на выпускной. Казалось бы, ничего не предвещало беды, однако в один из ноябрьских вечеров девушка не вернулась домой. То, что произошло в следующие 24 часа, изменило жизнь всей Южной Каролины. Исчезновение. Кристал Фэй Тодд родилась 4 января 1974 года в Конвее. Ее отец Джуниор Тодд умер, когда девочке было 11 лет. Тем не менее, она росла счастливым и веселым подростком. Вечером 16 ноября 1991 года Кристал присутствовала на дне рождения своей бабушки. Около 7 часов вечера она ушла с праздника, поцеловав свою мать на прощание. Бонни наблюдала из окна, как небольшая машина ее дочери с персональным номерным знаком «Си Тодд» исчезла из виду. Это был прохладный субботний вечер. Расположенный в округе Хори, небольшой южный городок недавно оправился от большого наплыва туристов в курортный сезон. Большинство магазинов, отелей и ресторанов перешли на стандартный режим работы. Движение на улицах пришло в норму, и жители города рады были вернуться к своей обычной жизни. Подростки Конвея традиционно проводили вечер выходного дня в центре города, в единственном торговом центре. Вся местная молодежь знала друг друга, все учились в одной средней школе. Молодые люди гуляли, обменивались новостями, строили планы. Кристал в тот вечер тоже отправилась в Coast Mall. Девушка отыскала друзей, и они обсудили планы на вечер. Около 21 часа вместе с одной из своих подруг она посетила вечеринку в районе Punch Bowl. Поскольку родители велели подруге вернуться домой не позже 23:15, Кристал отвезла ее к торговому центру, где стояла машина девушки, около 23 часов. Сама же Кристал должна была быть дома к полуночи, поэтому попрощалась с друзьями, которые до сих пор находились в торговом центре, и, не торопясь, поехала домой. Мать Кристал беспокоится. Бонни Фэй Тодд была вдовой и много лет воспитывала дочь одна. Она прислушивалась к своей интуиции, и поэтому, когда Кристал не вернулась домой к назначенному часу и не предупредила ее, что задерживается, женщина поняла, что что-то не так. Она начала звонить друзьям дочери, чтобы узнать, не в курсе ли те, где девушка. Они рассказали, что видели Кристал в последний раз в торговом центре Coast Mall около 23:30. К 3 часам ночи Бонни некуда было больше обратиться, кроме службы спасения. Она набрала 911 и поговорила с диспетчером, который принял заявление с описанием пропавшего подростка, машины, подробностями, где и с кем видели девушку в последний раз. Диспетчер понял, что звонившая женщина была очень расстроена, поэтому попытался успокоить ее, говоря, что дочь обязательно скоро появится. Он попросил Бонни перезвонить ему, когда Кристал вернется домой, и та пообещала сделать это. В 8 часов утра Бонни снова в отчаянии позвонила в службу 911. Двое друзей Кристал сообщили ей, что машина девушки стоит рядом со средней школой Конвея. Офицер полиции отправился на это место, где его встретила обезумевшая от страха мать, которая сказала, что автомобиль заперт, но сумочка Кристал лежит внутри. Полицейский ничего не мог сделать, кроме как составить отчет и попытаться успокоить взволнованную женщину. Он сказал, что ее дочь, вероятно, просто гуляет с друзьями и слишком весело проводит время, чтобы вспомнить о матери и вернуться домой. Но Бонни чувствовала, что Кристал не просто где-то задерживается. Она не могла объяснить, но была уверена, что ее дочь не вернется домой. Обнаружение тела. Воскресным утром 17 ноября 1991 года двое мужчин поехали на охоту в Мэпл Комьюнити, находящееся недалеко от Конвея. Вдруг один из них заметил
нечто странное, лежащее в канаве у дороги. Выбравшись из машины, чтобы получше рассмотреть находку, мужчины поняли, что перед ними тело молодой женщины. Они незамедлительно вызвали полицию. Позже один из опытных офицеров сказал, что это было худшее из того, что он когда-либо видел. Среди первых улик детективы заметили кровавый след, тянущийся от проезжей части к канаве, и отпечатки подошвы. Положение тела указывало на то, что девушку в канаву сбросили. Авторы книги «Час, чтобы убить. Правдивая история любви, убийства и правосудия в маленьком южном городке» Дейл Хадсон и Билл Хиллс наглядно описали место преступления. Жертва была найдена с расстегнутым ремнем и синими джинсами, спущенными на бедра. Ее рубашка была расстегнута и разорвана. Бюстгальтер был поднят, обнажая грудь. На ее лице было большое количество крови, а в области горла – зияющее отверстие диаметром около 7 сантиметров. По-видимому, было несколько колото-резанных ран в области груди и живота. Из ее тела торчал комок внутренних органов. Из-за ужасного характера убийства обсуждалась теория проведения сатанинского ритуала, но она была быстро отвергнута. Следователи были твердо убеждены, что это преступление было совершено на сексуальной почве. Полиция сообщает новости матери. Офицеры поехали к дому Бонни Фэй Тодд, чтобы рассказать о находке. Они надеялись, что доберутся туда раньше репортеров, когда полицейские сказали Бонни, что уверены, что это ее дочь, и показали снятое с трупа кольцо, на котором было выгравировано имя девушки, женщина разразилась бурными рыданиями. Хотя детективы не стали раскрывать матери ужасающих подробностей смерти ее ребенка, они пообещали, что будут работать круглосуточно, чтобы найти преступника. Женщина почти не слушала их, она пыталась осознать, что ее дочь убита. Бонни, которая родила Кристал в 39 лет, считала ее чудом. Уже после убийства она сказала журналистам: «У меня больше нет жизни, я просто существую. Я перехожу из одного дня в другой, и я даже не встаю с постели и не встречаю новый день». Вскрытие тела и новые подробности преступления. Вскрытие Кристал проводил судмедэксперт доктор Джейми Даунс. Он обнаружил на левой руке девушки раны, которые она с большой вероятностью получила, защищаясь. Это показалось ему странным, учитывая, что она была правшой. Вскоре он узнал, что причиной этого стало ранение девушки в голову, в результате которого правая сторона ее тела была парализована. Осмотр показал, что над Кристал надругались перед тем, как убить. Ее подвергли жестокому оральному, вагинальному и анальному изнасилованию. У жертвы были синяки в области влагалища и прямой кишки. Семенная жидкость была обнаружена во рту, влагалище и в области ануса. Всего на теле жертвы насчитали более 30 порезов и ножевых ранений, 3 из которых раздробили ей череп, а одно проникло прямо в мозг. Горло было перерезано от уха до уха, а под грудью обнаружились глубокие раны. Как установил судмедэксперт, во время нападения Кристал была жива и в сознании, однако некоторые повреждения были нанесены уже после смерти, что указывает на то, что убийца был разгневан. Также он, вероятно, знал жертву. Доктор Даунс пришел к выводу, что орудием убийства был 10-сантиметровый нож. Судебно-медицинские эксперты проанализировали найденные на теле улики и установили, что у убийцы была кровь с редким ферментом PGM, а также чрезвычайно редкий профиль ДНК. Начало расследования. 18 ноября местные газеты вышли со статьями об обнаружении тела подростка с многочисленными ранениями. Округ Хори объявил вознаграждение в размере $5000 за любую информацию, которая приведет к убийце Кристал Тодд. Бонни в первые дни после получения известия о смерти дочери сказала: «Она была всей моей жизнью, я не знаю, справлюсь ли без нее. На самом деле я этого не хочу». Шеф полиции Харрис заявил: «Мы подчеркиваем, насколько серьезным считаем это преступление. Вероятно, это одно из самых жестоких убийств, которые многие из нас видели за долгое-долгое время. Кристал, вероятно, знала своего убийцу. Мы не думаем, что она уехала бы с кем-то, кого не знала. Она не была человеком, который мог бы встречаться с незнакомцами. Это было не в ее привычках, это не было для нее нормой. Мы смотрим на всех, как на подозреваемых, и последовательно вычеркиваем из списка тех, кого уже проверили. У нас нет главного подозреваемого на данный момент». Из-за особой жестокости убийства и отсутствия подозреваемых полиция округа Хори вызвала на помощь агентов Управления правоохранительных органов и профайлера Дэвида Колдуэлла. Профайлер изучил материалы дела и сообщил, что
Судя по тому, как преступник избавился от тела, он никогда ранее не совершал убийств. К тому моменту Бонни, чье горе переросло в гнев, сказала журналистам, что уверена, убийца Кристал – тот, кого девушка хорошо знала. Покопавшись в записных книжках Кристал и опросив ее друзей, полицейские обнаружили первого подозреваемого – человека по имени Энди Тиндал. Он был женат, но часто общался с девочками-подростками. Судя по всему, он и Кристал были знакомы, и школьница, возможно, даже была в него влюблена. Она не знала о его семейном положении и о том, что мужчина разыскивается за уголовное преступление в Алабаме. Полицейские задержали Тиндала, взяли у него образцы ДНК, но после сравнения их с уликами выяснилось, что они не совпадают. Так первый подозреваемый был отпущен. Бонни тем временем становилась все более нетерпеливой. Она видела, как усердно полиция пытается найти убийцу ее дочери, но женщине хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее. В этот трудный период она получала серьезную эмоциональную поддержку от всех друзей Кристал, но больше всего от лучшего друга своей убитой дочери, Кеннета Регистра, по прозвищу Кен. Парень был среди тех, кто нес гроб девушки на ее похоронах. 23 ноября Бонни обратилась к общественности с просьбой помочь найти убийцу ее дочери. «Если бы я знала, что кто-то сделал подобное, я бы рассказала, чтобы полиция смогла схватить его до того, как он найдет следующую жертву. Я бы не хотела видеть смерть еще чьей-то дочери. Я очень скучаю по Кристал и не могу перестать думать о ней. Мы никогда надолго не расставались, мы всегда были вместе. Я говорю всем, чтобы они были осторожны, потому что где-то все еще бродит этот маньяк. Мы не знаем, кто этот дьявол. Если полиция не поймает его, он может схватить кого-то еще». В округе Хори среди участников школы и их родителей поселился страх перед невероятно жестоким и изощренным убийцей. Лучший друг Кристал. Кен Регистр и Кристал росли вместе. Недолго, в раннем подростковом возрасте они встречались, но потом решили остаться друзьями. Даже сейчас, когда они стояли на пороге начала взрослой жизни, они продолжали поддерживать близкие отношения. Бонни нравились не все друзья дочери, но Кена она любила. Он был мальчиком из хорошей семьи, членом организации «Будущие фермеры Америки» и членом школьной футбольной команды. Парень был старше Кристал на год и закончил учебу в 1991 году. Теперь он работал полный рабочий день на стройке в соседнем Гарден-Сити-Бич. Кен также помогал мыть полы в маленькой церкви, которую посещала его семья. Вместе со своим отцом он незадолго до убийства построил деревянный алтарь для прихожан. Парень был одним из первых друзей Кристал, которого допросила полиция, и одним из более чем 50 человек, предоставивших свой образец ДНК. Кен оставался в тесном контакте с Бонни, часто подставлял свое плечо, чтобы девушка могла поплакать и выговориться. Бонни была очень благодарна другу дочери, несмотря на то, что она знала, что однажды парень обидел Кристал, сделав ей неуместное предложение заняться с ним сексом. Бонни не думала, что Кен представляет опасность. «Он был нашим другом на протяжении многих лет», — сказала она. «Он был другом всех здесь». 13 января Кен по просьбе полиции сдал образцы крови, слюны и волос со всего тела, отпечатки пальцев и ладоней. Также он предоставил письменное заявление о своих передвижениях в ночь убийства Кристал. После того, как у регистра взяли образцы ДНК, он перестал навещать Бонни. Убийца найден. Сегодня результаты сравнения ДНК часто используют в расследовании уголовных дел, но в 1991 году это был абсолютно новый подход. 15 февраля в полицейское управление Конвея позвонили из управления правоохранительных органов штата. Там сопоставили образцы ДНК и спермы с тела Кристал с образцом, взятым детективами. Убийство Тодд стало первым делом в Южной Каролине, которое было раскрыто путем сопоставления данных судебно-медицинской экспертизы ДНК с тела жертвы и ДНК подозреваемого. Полиция немедленно начала розыск Кена Регистра. Арест. Утро 19 февраля не было похоже на любое другое утро понедельника в округе Хори. Агенты управления правоохранительных органов и полицейские собрались вместе, чтобы привести в действие план по аресту и получению признания от Кена Регистра. Они понимали, что это будет трудно сделать, несмотря на то, что было получено совпадение образцов ДНК, им нужно было больше, чтобы обосновать свои подозрения. В заключении штата Южная Каролина, номер 24479, штат против регистра, говорится, что сотрудники полиции прибыли на место работы Кена в 9:30 утра.
Прежде чем арестовать парня, они попросили его прочитать и подписать заявление, сделанное им 13 января. После этого на Кена надели наручники и сообщили, что он арестован за похищение, изнасилование и убийство Кристал Фэй Тодд. Затем подозреваемому зачитали его права. Около 3 часов полиция допрашивала Кена, в основном по поводу его местонахождения в ночь убийства. Во время допроса детективы прибегли к уловке, заявив, будто парня видели с жертвой в ночь преступления и что отпечатки его шин и обуви соответствуют следам, найденным на месте убийства. Полицейские также сообщили, что у них есть неопровержимые доказательства ДНК-анализа против него. Детективы заверили Кена, что если он будет сотрудничать, это произведет положительное впечатление на суд. Однако Кен заявил, что не расскажет ничего об этом, пока не поговорит со своей матерью. Детективы прекратили допрос и отправились навестить мать регистра, Ширли, к ней домой. Она не приехала вместе с ними в участок, чтобы увидеться с сыном, а вместо этого написала записку. «Кен, я люблю тебя, я знаю, где ты был. Мы знаем, когда ты покинул ипподром, и я знаю, когда ты приехал домой. Я буду рядом с тобой. Я люблю тебя. Мама». Полицейские вернулись в участок. Они не стали передавать задержанному написанную его матерью записку, а сказали, что Ширли расстроена. Она просила передать, что любит его и хочет, чтобы он рассказал полиции, что произошло той ночью. Признание. Детективы продолжали говорить с Кеном о его семье и девушке, а затем перешли к событиям ночи на 16 ноября 1991 года. Вскоре подозреваемый признался в убийстве. Кен рассказал, что в ночь преступления он и Кристал увидели друг друга, когда стояли на светофоре. Кристал припарковала свою машину у школы и села к нему в автомобиль. По словам парня, у них был незащищенный секс по обоюдному согласию. Кен утверждал, что когда он эякулировал в девушку, она пришла в ярость и угрожала обвинить его в изнасиловании, если она забеременеет. Парня возмутили крики и угрозы Кристал, и прежде чем он осознал свои действия, он нанес ей удар ножом. Регистр сообщил, что, когда пришел в себя и понял, что сделал, он запаниковал. Он вытащил девушку из машины, швырнул ее в канаву, выбросил нож и поспешил домой. В тот же день полиция обыскала дом регистра. Они нашли ключи от Toyota Celica, принадлежащие Кристал, и зеленое армейское одеяло с образцами волос и волокон. После первого обыска следователи вернулись с ордером на второй, и на этот раз была обнаружена коробка с карманными ножами. Также были найдены вырезки из газет об убийстве Кристал. Когда полицейские пришли в дом Бонни Фэй Тодд, чтобы рассказать ей об аресте и признании лучшего друга ее дочери, женщина была ошеломлена. Она вспомнила, что Кен опасался результатов анализа ДНК, и то, что она сказала ему: «Кен, тебе не нужно беспокоиться о своих образцах крови, ты не делал этого». Он был единственным, кому она это сказала. Бонни поняла то, что уже усвоили слишком многие семьи. Иногда убийца – самый близкий человек. Она сказала, что Кен был последним из людей, которым, по ее мнению, могло бы быть предъявлено обвинение. По данным издания The Sun News, все сообщество Конвоя было потрясено. «Я не могу придумать ничего в мире, что было бы более шокирующим, чем это», сказала владелица местного бара, у которой когда-то работала мать Кена, Ширли. «Я знаю его мать, его сестру, его самого, и никогда в жизни я не встречала более вежливого и доброго молодого человека. Мое сердце обливается кровью за его родителей. Мне хочется плакать, когда я думаю об этом». Хотя жители были, мягко говоря, удивлены новостью об аресте местного парня, все испытали чувство облегчения. Бояться жестокого убийцы больше не нужно. Новые подробности. Судебный психиатр, осматривавший Кена, вышел после разговора с ним и сказал полицейским: «Вы только что поймали серийного убийцу. Это было его первое убийство, но он бы не остановился». Психопатическая личность, которой, по всей видимости, является Кен Регистр, характеризуется отсутствием эмпатии, сопереживания и чувства вины. Такому человеку свойственны крайний эгоизм, пренебрежение нормами морали, лживость и стремление к лидерству. Окружающие представляют для него интерес только как ресурс. Обычно отклонение проявляется с самого детства. Дети с психопатическим типом личности мучают животных или более слабых сверстников. Они склонны к насилию, лжи. Также у них могут проявляться криминальные наклонности. Под давлением общества и норм морали люди такого типа не меняются, но анализируют окружающих и приобретают тщательно проработанную социально приемлемую маску.
Распознать взрослого психопата достаточно сложно. Как правило, многие из них имеют высокий интеллект и умеют вызывать симпатию. У них хорошие навыки общения и высокие манипулятивные способности. Психопаты намеренно лгут, распускают слухи, клевещут, плетут изощренные интриги, чтобы занять высокие позиции на работе и в обществе. У них есть собственный моральный кодекс, который сильно отличается от общепринятого. В качестве партнера психопаты предпочитают слабых, склонных к мазохизму партнеров с виктимным поведением, которых они держат под тотальным контролем, издеваются морально и физически. Таким образом, они получают удовлетворение и поддерживают высокую самооценку. После ареста Регистра полиция выяснила, что молодой человек задерживался ранее, в сентябре 1991 года, за непристойное поведение перед девушками. 23 сентября, недалеко от кампуса колледжа Южной Каролины, Кен подъехал на своей машине к двум студенткам 17 и 18 лет и спросил у них дорогу. Пока он говорил, он начал расстегивать штаны и запустил туда руку. Испугавшись, девушки отошли от его машины. Кен приподнялся на сиденье и постарался показать им свои половые органы. Студентки запомнили номер машины и сообщили в полицию об этом случае. Автомобиль принадлежал матери Кена. Она подтвердила, что за рулем автомобиля находился ее сын. Одна из студенток выбрала фотографию Кена из предложенных на опознание нескольких снимков менее чем за 30 секунд. Парня арестовали, но выпустили под залог в $2000. Соседи и друзья Кена не знали о предъявленных ему обвинениях. Позже выяснилось, что это был не первый раз, когда молодой человек попал в поле зрения правоохранительных органов. 15 лет он сделал нечто, что могло навести на мысль, что он необычный начинающий извращенец. Парень позвонил по телефону взрослой женщине и в тошнотворных подробностях описал, как он хотел бы убить ее и растерзать тело. Точно так же, как спустя несколько лет он убил Кристал. Возможно, Кену нравилось угрожать женщинам, но он не осознавал, что разные телесные жидкости содержат один и тот же генетический код, поэтому охотно предоставил полиции образцы ДНК. Кроме того, у парня было алиби. Его подруга сказала, что они были вместе на картинговой трассе Додж-Сити в городе Эйнер в ночь смерти девушки. На допросе, записанном на видео, мать Кена, Ширли, пояснила, что ее сын вернулся домой со свидания слишком рано, чтобы успеть совершить убийство. Однако эти свидетельства парню не помогли. Вскоре он предстал перед судом. Судебные процессы. 16 апреля 1992 года Джонни Кеннету Регистру было предъявлено обвинение в убийстве Кристал Фэй Тодд. Он знал, что прокуроры будут добиваться смертного приговора. Пока он сидел в тюрьме, назначенные по делу адвокаты лихорадочно работали над подготовкой к процессу. В сентябре 1992 года Регистра судили по обвинению в непристойном поведении. Парень утверждал, что на самом деле во время инцидента он был одет и что встал в своей машине, потому что женщины не обращали на него внимания и заставляли его чувствовать себя мусором. Присяжным потребовалось всего 2 часа, чтобы вынести обвинительный приговор. 11 января 1993 года начался процесс по делу об убийстве Кристал Фэй Тодд. На суде были представлены доказательства, что травмы, полученные Кристал, были нанесены ножом, лезвие которого соответствует ножу Олдтаймер, найденному у Кена. Его друг свидетельствовал, что Регистр обычно носил этот нож с собой. Кен дважды пользовался профессиональной чисткой машины сразу после убийства, ему заменили шины. Однако, несмотря на все его усилия, на рулевом колесе, рычаге переключения передач и дверных ручках автомобиля криминалистами были обнаружены следы крови. Рассказы Кена о том, где он находился роковой ночью, были противоречивыми. Коллеги парня показали, что обвиняемый описал им травмы Кристал в сексуальных терминах, а также сообщил, что девушку разрезали от горла до влагалища и нанесли удар ножом в голову. Полиция доказывала, что подробности, о которых говорил подсудимый, никому не разглашались. Их мог знать только убийца. В своем признании, данном 18 февраля 1992 года, Кен упоминал, что тащил тело Кристал от машины. Следы волочения, простирающиеся от лужи крови на грунтовой дороге до места обнаружения трупа в канаве, соответствовали его словам. Судебно-медицинский эксперт предоставил дополнительные доказательства вины парня. Кровь Регистра содержит редкий фермент, а сперма совпала с образцами, найденными в теле Кристал. На суде Кен давал показания, но отрицал свою вину.
Прокурор назвал это убийство самым жестоким преступлением в истории округа Хори. Любая женщина, по словам прокурора, севшая в ту ночь в машину Кена, испытала бы те же ужасы, что и Кристал перед смертью. Ввиду гнусности преступления, обвинение настаивало на смертной казни. Однако присяжные отказались выносить смертельный приговор из-за юного возраста преступника. Окружной судья Эдвард Коттингем приговорил Кена к пожизненному заключению без права досрочного освобождения и 35 годам лишения свободы дополнительно. Бонни после суда заявила: «Я лучше умру, чем буду сидеть здесь. Я бы сейчас заползла в могилу и отдала бы Кристал все, что у меня было. У меня ничего не осталось». Насчет убийцы своей дочери женщина сказала: «Ему нужно что-то похуже, чем электрический стул. Он заслуживает именно того, что получила Кристал». Девушка Кена, Анджела Рабон, несколько раз навещала его в тюрьме, а затем написала письмо о расставании и уехала учиться в колледж. На протяжении многих лет Кен со своими адвокатами Морганом Мартином и Томми Бриттоном прилагали усилия по вызволению его из тюрьмы. В 1993 году семья Регистра пыталась добиться возобновления дела. Бонни Тодд высказывалась в интервью Hori Independent. Она не дала ему того, что он хотел, поэтому он взял это. Именно по этой причине умерла моя дочь. В 1995 году Регистр подал апелляцию в Верховный суд штата. Преступник попробовал использовать уловку с очернением жертвы в надежде, что какой-то другой знакомый Кристал будет обвинен в ее убийстве. Парень рассказал, что до него доходили слухи о том, что Кристал употребляла наркотики. Также он сам видел, как она пила алкоголь и курила марихуану. Эти слова противоречили его собственному заявлению от 1992 года о том, что он никогда не видел, чтобы Кристал курила марихуану. Кен утверждал, что изначально солгал, потому что не хотел, чтобы употребление девушкой наркотиков каким-то образом запятнало его собственную репутацию. Он сказал, что не знает, правда ли это, но до него доходили слухи, что Кристал спала со всеми и что она помогала распространять ЛСД. Ширли Регистр дополнила его слова, сообщив, будто слышала, что Кристал иногда уходила с вечеринки с одним парнем, а затем возвращалась, чтобы забрать еще одного или двух. Также мать убийцы пыталась подтвердить выдвинутую ее сыном теорию о торговле Кристал наркотиками, предположив, что образ жизни Бонни и ее дочери не соответствовал тому небольшому подтвержденному доходу, который имела семья. Ширли утверждала, что видела, как Кристал ездила в школу с учеником, который, по слухам, продавал ЛСД. Кен заявил, что в то время, когда Кристал вела неправедный образ жизни, он сам встал на верный путь благодаря серьезным отношениям с Анджелой Рабон. Верховный суд Южной Каролины не был впечатлен доводами Регистра, как и утверждениями его адвоката о том, что полиция нарушила права Кена во время допроса. Защита заверяла, что анализ ДНК был недостоверным. Обвинение предоставило адвокатам возможность провести собственные тесты в независимой лаборатории, но Кен сказал своим защитникам не делать этого. В 1996 году апелляция была отклонена. Появление влиятельных защитников. Неожиданный поворот в деле произошел после того, как всемирно известный автор детективных романов Микки Спиллейн увидел репортаж о судебном процессе по этому преступлению. Вместе со своей женой Джейн, Микки, живущий в Мюррелс-Инлет, Южная Каролина, считал, что парня подставил прокурор Ральф Уилсон. Спиллейны встретились с Кеном лично и пришли к выводу, что молодой человек не способен совершить столь гнусный поступок, как сообщала газета «Вашингтон-Пост». Джейн Спиллейн настолько сильно верила в невиновность парня, что сама баллотировалась на пост окружного прокурора, чтобы лично вершить правосудие над Кеном. Однако выборы она не выиграла. Позже пара признала, что у правоохранительных органов есть веские доказательства вины Регистра. В итоге супруги Спиллейн пришли к выводу, что убийство Кристал не могло быть делом рук одного нападавшего. Дальнейшая судьба убийцы. Свое пожизненное заключение Кен отбывает в тюрьме Брод-Ривер в Колумбии, Южная Каролина. В 2019 году полиция предъявила обвинение женщине-охраннику Брод-Ривер после того, как она открыла дверь в камеру Регистра и позволила 11 другим заключенным войти и избить его. В феврале 2022 года Регистр имел право на подачу прошения об условно-досрочном освобождении, но отказался от этого. Перед этим несколько членов семьи и друзья жертвы
подписали петицию с просьбой не освобождать преступника. Многие в сплоченном сообществе Конвея Южная Каролина считают, что приговор должен оставаться в силе. Граждане этого округа не верят, что Джонни Кен Регистр может быть реабилитирован. Он никогда не должен быть условно-досрочно освобожден. Даже его имя до сих пор вызывает страх у многих жителей, написала Сьюзен Джеффордс в своей онлайн-петиции. Лоррейн Ховард, двоюродная сестра Кристал, писала: «Кристал успела зарекомендовать себя как ответственная няня и сиделка, но она так и не получит высшее образование и не сделает успешную карьеру. Бонни Фэй никогда не увидит, как ее дочь окончит школу, выйдет замуж, станет матерью, потому что в ноябре 1991 года жизнь Кристал была жестоко и садистски прервана». Адвокат регистра Морган Мартин заявил, что не знает, почему его бывший клиент решил не представать перед комиссией по условно-досрочному освобождению. «Никогда не знаешь, что решит комиссия по УДО, но я бы не был шокирован, если бы ему было отказано», — сказал он. Также адвокат отметил, что это дело навсегда осталось в его памяти, и он до сих пор помнит, где был, когда мать регистра позвонила ему и попросила его о помощи. По словам чиновников, следующей датой возможного слушания по УДО для регистра может стать февраль 2024 года. Если мужчина когда-нибудь выйдет на свободу, ему придется зарегистрироваться в реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Жизнь Бонни Фэй Тодд. Детектив по расследованию убийств округа Хорри Билл Нойс, работавший над делом Кристал, сказал: «Я не сомневаюсь, что потеря дочери опустошила Бонни больше, чем какого-либо другого члена семьи жертв, с которыми я когда-то имел дело». Бонни подружилась с прокурором по делу своей дочери, Ральфом Уилсоном. Она общалась с ним много лет после осуждения регистра. Женщина часто приносила Уилсону подарки в виде овощей, выращенных ею в собственном саду. К концу жизни Бонни сблизилась со своей племянницей, которую ласково называла своей приемной дочерью. Женщина умерла в возрасте 79 лет 3 сентября 2014 года. Она была похоронена рядом с Кристал на кладбище Баптистской церкви Хай-Пойнт в Конвее. Два местных певца в стиле госпел сняли музыкальное видео как дань памяти Бонни и ее дочери, и опубликованный на YouTube ролик набрал больше 15 тысяч просмотров. Ральф Уилсон сказал: «Если Бонни попадет на небеса, а я верю, что так и будет, она увидит там Кристал, и я думаю, она обретет покой, которого так искала». Как вы думаете, почему Кен убил свою подругу детства? А если бы его не поймали, он превратился бы в серийного убийцу? Своим мнением об этом делитесь в комментариях, подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.